Всем привет! На этом видео я хочу вам показать еще один мини-ПК, на этот раз от фирмы Blackview, мини-ПК модель MP100. Несколько недель назад я получил сообщение с вопросом, есть ли у меня интерес и есть ли у меня какие-то use cases, для которых я могу использовать мини-ПК. Как раз у меня такие потребности есть, в конце видео я вам покажу, для чего я буду использовать этот мини-ПК, сделав несколько тестов. Ну а сейчас давайте посмотрим, что это за мини-ПК, какие у него есть возможности и почему этот мини-ПК хорошо подойдет для определенных вещей. В первую очередь, это устройство предназначено для пользователей, которым нужен ПК в компактном форм-факторе, либо, как для меня, в качестве мини-сервера. Помимо самого мини-ПК, в комплект входит блок питания с кабелем, также кабель HDMI, мелочь приятно, и крепление VESA. Так что мы сможем прикрепить наш мини-ПК к задней стенке монитора. И, кстати, блок питания у нас на 65 Вт. Корпус у нас сделан полностью из пластика. И для того, чтобы у нас не перегревались компоненты, которые находятся внутри, у нас есть 3 отверстия для охлаждения. Спереди, сзади и также снизу. Размеры данного мини-ПК ничем не отличаются от других подобных устройств. Это 12 на 12 см и по высоте 4,5 см. Приятно видеть, что на передней и на задней панели у нас достаточное количество разъемов для подключения периферийных устройств и мониторов. А именно, на передней панели у нас находится 2 разъема USB Type-C на 10 гигабит, куда мы также можем подключать 2 монитора по 4К, максимально 60 Гц. Также есть один разъем USB типа A, версии 3.2, также до 10 гигабит, разъем для аудио на 3,5 мм джек, отверстие для того, чтобы мы могли сделать ресет нашего устройства, ну и кнопка включения. На задней панели у нас расположен LAN-порт на 1 гигабит, USB 3.2 и также USB 2.0. Также у нас есть DisplayPort, который поддерживает мониторы до 144 Гц, разъем HDMI и также подключение питания. В моей сборке внутри находится процессор от AMD Ryzen 7 570U на 8 ядер и 16 фредов. Также у нас графическая карта от Radeon. У нас есть 16 ГБ RAM, можно расширить до 32 ГБ RAM, DDR4 и SSD внутри на 512 ГБ. Также у нас есть внутри Wi-Fi 6 и Bluetooth модуль 5.2. Внутренности и возможности по жестким дискам мы сейчас посмотрим. Чтобы нам открыть корпус, нам, к сожалению, понадобится инструмент. Здесь не на защелках все. Нам нужно сзади открутить 4 шурупа, и таким образом мы снимаем заднюю крышку. И мы сразу же видим возможность для подключения обычного SSD диска. Это очень удобно, если вы собираетесь хранить на мини-ПК ваши файлы, которые занимают немало места. То за небольшие деньги вы можете приобрести объемные обычные SSD-диски. Под SSD у нас есть небольшое окошко, где мы видим еще одну плату SSD. Это M2 NVMe SSD на 512 ГБ. Чтобы нам к ней добраться, нам нужно еще открутить 4 шурупа. Здесь становится уже интереснее. Именно поэтому я и говорил, что данный мини-ПК подойдет для различных use cases. Мы видим, что у нас есть 2 разъема для оперативной памяти. У нас одна планка на 16 ГБ уже предустановлена. И чтобы добавить нам оперативную память, нам не нужно ее заменять. Мы просто докупаем 16 ГБ, вставляем, и таким образом у нас будет максимальный объем оперативной памяти на 32 ГБ. Помимо этого, у нас есть еще один дополнительный разъем для SSD M2 NVMe. Значит, что нам не нужно заменять уже установленную M2 карточку. Мы просто можем докупить еще одну карту. Например, мы можем создать потом RAID массив, либо мы таким образом добавим памяти, если нам это необходимо. И в совокупности у нас есть возможность вставлять 2 карточки M2 NVMe и плюс еще обычную SSD. И таким образом мы можем использовать данный мини-ПК как файл-сервер, например. В некоторых ситуациях очень хорошо, что мы можем полностью разобрать данный мини-ПК, вытащить материнскую плату и таким образом добраться до кулера, либо до батарейки BIOS.
У мини-ПК есть интересная LED-подсветка, как симуляция гейминг-компьютеров. Эту подсветку также можно настраивать с помощью программы под Windows. Данную подсветку мы, конечно же, можем отключить, и у нас есть несколько других режимов. Это авто, режимы радуги, дыхание и цикл цветов. Да, у нас уже есть предустановленная Windows 11 Pro. Это отлично, нам не нужно ничего устанавливать, покупать лицензии. И отлично тем, что у нас версия именно Pro, так как мы можем включить уже подключение к рабочему столу. То есть мы можем к данному устройству подключаться удаленно. Поскольку сборка операционной системы была сделана производителем, нам нужно было только указать имя пользователя, пароль, то я проверил сразу же фаерволом. И не было обнаружено никаких подозрительных подключений. Мини-ПК MP100, как уже говорил, построен на базе процессора AMD Ryzen 7. В зависимости от версии это может быть 5700U, либо 5825U. Это энергоэффективные и, как показывают тесты, довольно производительные чипы. 8 ядер и 16 потоков, что позволяет использовать устройство не только для базовых задач, но и для более сложных приложений, таких как многозадачная офисная работа, работа с базами данных, легкий монтаж видео и, конечно же, использование в качестве сервера. Устройство оснащается быстрой NVMe SSD, что обеспечивает быстрый запуск системы и приложений. Объем оперативной памяти мы можем увеличить максимально до 64 гигабайт, но DDR4, к сожалению, не DDR5. Это дает широкий запас по возможностям, особенно если планируется использовать ПК не только дома, но и для специфических задач, в том числе для виртуализации. По поводу игр производительность ограничена, так как в мини-ПК используется встроенная графика Radeon. Она хорошо справляется с простыми и нетребовательными играми, такими как Minecraft, League of Legends, CSGO, старые части GTA, ну и тому подобное. Современные игры запускаются только на низких настройках графики и не всегда работают стабильно. Тем не менее, для гейминга или запуска ретро-эмуляторов возможностей встроенного графического ядра вполне достаточно. Blackview поддерживает подключение сразу 3 мониторов, благодаря HDMI, DisplayPort и USB-C с поддержкой видео. Это очень удобно, особенно если вы любите одновременно работать с различными приложениями. Есть встроенный модуль Wi-Fi 6, гигабитный Ethernet и Bluetooth. То есть все современные беспроводные и проводные интерфейсы у нас есть. Также в наличии достаточное количество USB-портов для подключения периферии. Если вы хотите использовать данную систему в качестве сервера, что он будет работать 24/7, либо включаться и выключаться по определенному расписанию, то для этих целей нам важны настройки BIOS. А именно, система виртуализации мы можем включить либо отключить. У нас есть также функция IO-MMU, для того, чтобы мы могли отсоединить физические компоненты из самой системы, чтобы потом их перебросить в виртуальную машину. И также у нас есть настройка для автоматического включения системы по расписанию. Это, в принципе, все основные настройки для того, чтобы мы могли полноценно использовать систему в качестве сервера. Теперь перейдем к тому, как я хочу использовать данную систему. Она у меня будет работать как локальная LLM-система, то есть искусственный интеллект, который будет работать в моей локальной сети и выполнять повседневные задачи. Это может быть обработка электронной почты, может быть сортировка документов, какие-то сообщения, отправка новостей и так далее. То есть use кейсов довольно-таки много. Очень важно, что искусственный интеллект, который будет обрабатывать входящую информацию и что-то выдавать, он будет находиться у меня в локальной сети, и мои частные данные не будут передаваться на какой-либо клауд. Для этих целей я буду использовать очень популярную систему Alama. Давайте ее теперь скачаем и установим. И сделаем несколько тестов. Также я хочу протестировать, сколько потребляет энергии данная система и как быстро она работает. Далее нам стоит выбрать модель, которую мы будем использовать. Я думаю, стоит попробовать Gamma 3N, которая рассчитана для ноутбуков, планшетов и телефонов. И также можно попробовать использование Gamma 3, которая рассчитана на использование графического процессора. У нас как раз он есть интегрированный. Посмотрим, насколько хорошо это работает. Итак, выбираем сначала 3N. И давайте теперь сделаем несколько тестов. Напишем пару промптов. Первый. Мы спросим, что знает данная система о всех планетах Солнечной системы.
В обычном режиме, в простое, система употребляет около 6 Вт. Как только мы запустили наш промпт, у нас потребление энергии вырастает до 36-39 Вт. И давайте сразу же запустим Task Manager и посмотрим, насколько у нас загружены ресурсы системы. Центральный и графический процессоры. Видим, что CPU у нас на все 100% работает, в то время как графический процессор всего лишь на 10% загружен. Но эта модель и рассчитана на системы, которые используют процессор. Именно use cases и сами workflows, как они настраиваются, как они работают, что нам для этого нужно, я буду показывать в других отдельных видео. А теперь попробуем другую модель, которая использует графический интерфейс. Также возьмем модель, которая включает в себя 4 миллиарда параметров. Как видим, у нас модель загрузилась в оперативную память. И теперь можно попробовать задать тот же самый вопрос, чтобы наша система написала информацию о всех планетах. Как видите, у нас GPU загружается немножко, не так много, как хотелось бы, поскольку у нас графический интерфейс, он интегрирован в центральный процессор. Какую модель я буду использовать в будущем, еще нужно протестировать. Вот такой use case я себе запланировал на данную систему. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, до новых видео, всем пока.